Привет, друзья! В этом видео мы поговорим о том, как искусственный интеллект помогает ученым раскрывать тайны древних языков, которые веками оставались непонятными. Современные технологии, такие как машинное обучение и нейросети, сегодня играют ключевую роль в расшифровке текстов, написанных на забытых и исчезнувших языках. Как ИИ способен разгадать те загадки, которые не по силам даже самым опытным лингвистам. Оставайтесь с нами, и мы расскажем, как будущее науки уже сегодня меняет наше понимание прошлого. Искусственный интеллект помогает в расшифровке древних языков с 2019 года, а в 2023 году немецкие ученые совершили настоящий прорыв. Они научили искусственный интеллект распознавать тексты, написанные на давно забытых языках. Этот успех пришел в тот момент, когда археологи наткнулись на таблички с загадочными символами в Месопотамии. Для расшифровки ученые подключили алгоритмы машинного обучения, способные обрабатывать массивы данных, которые не под силу человеческому восприятию. С помощью тысяч фотографий артефактов искусственный интеллект начал выявлять повторяющиеся символы и паттерны, сравнивая их с известными библиографиями древних языков. Его способности росли с каждым новым фрагментом информации. Наконец, он идентифицировал уникальный алфавит и даже перевел некоторые тексты, открыв нам окна в древнюю цивилизацию, способную рассказывать свои истории спустя тысячелетия. Эта революция в археолингвистике не только приблизила нас к пониманию давно утраченных культур, но и позволила получить ясное представление о бытии и верованиях той эпохи. Благодаря этим инновациям человечество делает новый шаг в изучении своего прошлого, расширяя границы возможного и заново прописывая историю, которую мы когда-то считали утраченной навсегда. С развитием технологий, искусственный интеллект и машинное обучение становятся мощным инструментом для расшифровки древних языков. ИИ может обрабатывать большие объемы данных, выявлять скрытые паттерны и строить модели, которые человеческий мозг не всегда способен заметить. ИИ использовался для расшифровки маякского письма древнего языка майя. Алгоритмы обучались на основе известных текстов и смогли помочь в идентификации символов и слов, что значительно ускорило процесс расшифровки. Маякское письмо — это сложная система письма, использовавшаяся цивилизацией майя на территории современного Мексики, Гватемалы и других стран Центральной Америки, начиная с 3 века нашей эры. Письмо майя сочетало в себе пиктографические символы, представляющие объекты, и логографические элементы, представляющие слова и идеи, а также фонетические знаки, звуки. Письмо майя насчитывает более 800 символов, включая иероглифы и знаки, которые обозначают слова, слоги и звуки. Несмотря на то, что многие из этих знаков были расшифрованы в 20 веке, до сих пор оставались не полностью расшифрованными тексты, что затрудняло понимание культуры майя и их письменности. Тексты, написанные на маякском письме, охватывают множество аспектов жизни майя, включая их историю, религию, астрономию и политику. Хотя значительная часть этих текстов уже расшифрована, оставшиеся неизведанные символы и фрагменты продолжают представлять интерес для ученых, особенно с использованием новых технологий. В 2020 году группа исследователей из Университета Ланкастера в Великобритании использовала методы машинного обучения для анализа данных о харпийском письме. Команда создала алгоритм, который изучает частотные закономерности и взаимосвязи между различными символами, чтобы предположить, какие из них могут быть логографическими, а какие фонетическими. Кроме того, были использованы методы классификации символов, чтобы автоматически группировать схожие символы и выделять основные элементы системы письма. Позволило выделить несколько ключевых символов, которые могут представлять важные концепты, числа, имена или божественные силы. Также применялись алгоритмы кластеризации, которые автоматически разделяют символы на группы по их вероятному значению и схожести, что помогает составить более четкое представление о структуре письма. Хотя ИИ предлагает многообещающие результаты в расшифровке харпийского письма, многие ученые считают, что для окончательной расшифровки потребуется еще много времени и усилий. ИИ помогает выделить определенные закономерности, ускоряет исследования, но в конце концов для окончательной расшифровки необходимы исторические и контекстные знания, которые не всегда доступны. Технологии ИИ могут сыграть ключевую роль в будущем, открывая новые методы исследования и помогая обрабатывать большие объемы данных. Однако окончательная расшифровка письменности цивилизации Индусской долины, вероятно, потребует сочетания современных технологий и традиционных археологических методов.
Шумерская клинопись – одна из самых ранних и значимых систем письма в истории человечества. Она возникла в древней Месопотамии около 3500 лет до нашей эры. Пользовалась для записи на глиняных табличках. Клинопись, как и другие виды письменности, представляет собой систему знаков, которые обозначают слова, звуки или слоги. Однако шумерский язык, записанный с помощью клинописи, был сложным, а сама письменность – многозначной и не всегда легко интерпретируемой. Одним из значимых проектов, в котором использовался ИИ для расшифровки шумерских клинописей, является проект AI and Cuneiform. В рамках этого проекта исследователи из Университета Колорадо применяли алгоритмы машинного обучения для распознавания и классификации клинописных знаков. Они использовали нейронные сети для создания программного обеспечения, которое может автоматически интерпретировать шумерские и аккадские тексты. В 2020 году ученые из Университета Техаса разработали систему, которая использовала нейронные сети для анализа более 200 тысяч клинописных табличек. Система помогала выявлять закономерности в клинописных текстах и предсказать возможные значения для новых символов. Это одна из самых загадочных и не до конца расшифрованных систем письма древности. Она использовалась цивилизацией этрусков на территории современной Италии в период с 8 по 1 век до нашей эры. Этрусское письмо до сих пор не расшифровано в полной мере, несмотря на многочисленные исследования и усилия лингвистов и археологов. Однако с развитием технологий, особенно в области искусственного интеллекта и машинного обучения, появились новые методы для разгадки этой древней письменности. Одним из проектов, который использует искусственный интеллект для анализа этрусской письменности, является исследование, проводящееся в Университете Ланкастера, Великобритании. В рамках этого проекта были использованы методы машинного обучения для анализа и классификации символов этрусского письма. Команда разработала алгоритм, который обучался на известных текстах, таких как надписи на камнях и печатях, чтобы улучшить идентификацию и расшифровку менее известных знаков. Кроме того, ученые в Сент-Эндрюском университете в Шотландии применили алгоритмы глубокого обучения для работы с этрусскими текстами, чтобы предсказать связи между символами и выявить новые закономерности в письменности. Римские и греческие папирусы являются важным источником для изучения античной культуры, науки, политики и повседневной жизни. Эти тексты на папирусах сохранились на протяжении более 2000 лет, и многие из них остаются важными историческими артефактами, которые дают уникальное представление о древнем мире. Однако, несмотря на их историческое значение, некоторые папирусы до сих пор не расшифрованы, а также существуют проблемы с их восстановлением и чтением из-за повреждений, выцветших чернил или нестандартных форм письма. В 2020 году исследователи из Университета Ланкастера в Великобритании разработали систему, использующую нейронные сети для восстановления текстов древнегреческих папирусов. Система использует OCR-технологии, а также методы машинного обучения для обработки и улучшения качества изображений поврежденных папирусов. Кроме того, проект Virtual Papyri, реализованный в сотрудничестве с несколькими университетами и исследовательскими центрами, использует алгоритмы глубокого обучения для восстановления папирусных текстов, многие из которых были повреждены временем. Розетский камень – одно из самых известных археологических открытий, сыгравшее ключевую роль в расшифровке египетских иероглифов. Этот камень был найден в 1799 году французскими солдатами в Египте и стал важнейшим источником для понимания древнеегипетской письменности. На камне были нанесены 3 текста, один на древнегреческом, другой на древнеегипетском языке с использованием 2 различных письменных систем – иероглифов и дематического письма. Первоначально ученые не могли расшифровать египетские иероглифы, так как этот письменный язык был практически забыт, а параллельных текстов, как в случае с клинописью или другими письменностями, не существовало. Успех в расшифровке розетского камня стал возможен благодаря тому, что на нем был тот же текст, что и на древнегреческом, который хорошо был известен ученым. Жан-Франсуа Шампольон в 1822 году использовал этот факт для того, чтобы начать расшифровку иероглифов, определив, что многие из них представляют собой звукосимволы, графемы, которые обозначают звуки идеи. Хотя розетский камень был расшифрован вручную в начале XIX века, использование ИИ продолжает улучшать понимание других древних кодов и текстов, которые имеют схожую структуру. Например, ИИ был использован для анализа различных шифровок и кодов, встречающихся на древних артефактах, которые, подобно розетскому камню, представляют собой письменные тексты.
Появление современных технологий использовали традиционные лингвистические подходы, например, сравнительный метод. Этот метод основан на сравнении слов, грамматики и структур разных языков. Лингвисты анализируют похожие языки, чтобы найти общие элементы. Они могут сравнивать известные и изученные языки с теми, которые не были расшифрованы, в поисках схожих корней слов и грамматических структур. Так, сравнение древнегреческого и латинского языков помогает в расшифровке других индоевропейских языков. Также существует метод биписьменности. Этот метод используется, когда найден текст на двух языках, и один из них уже известен. Это помогает установить связь между неизвестным и известным языком, а затем расшифровать его. Например, Розетский камень, который содержал текст на египетском и греческом языках, помог расшифровать египетские иероглифы. Следующий метод — контекстуальный анализ. Этот подход основан на изучении контекста, в котором встречаются отдельные символы, слова или фразы. Исследователи часто анализируют археологические находки, предметы, изображения и другие артефакты, чтобы понять, что могут означать слова или символы. Например, на основе изображений и символов на древних камнях или глиняных табличках ученые могут делать выводы о значении определенных знаков, вставляя их с контекстом и современными знаниями. Также есть семантический анализ и частотный анализ, когда текст на неизвестном языке содержит большое количество однообразных символов или слов, это может быть полезным при расшифровке. Анализ помогает выявить наиболее часто встречающиеся элементы, что может дать подсказки о структуре языка. Частотный анализ может использоваться для определения часто встречающихся слов, таких как местоимения, предлоги или артикли, что помогает в декодировании языка. Далее графемный анализ и декодирование символов. В случае с пиктографическими или иероглифическими системами ученые изучают каждый символ, его формы, значения и способы их сочетания. Это может быть трудоемким процессом, но со временем может привести к полному пониманию системы письма. Также использовали метод идентификации корней и аффиксов. Изучая корни слов, приставки и суффиксы, лингвисты могут сделать выводы о структуре языка, строятся его слова. Этот метод требует знания типичных грамматических и морфологических структур языков. Иногда ученые пытаются восстановить древний язык. Это называется реконструкция языков. Используют существующие тексты на родственных языках, чтобы реконструировать его структуру и лексику. Это особенно актуально для языков, не оставивших письменных следов. Например, проиндоевропейский язык, который существовал до появления известных индоевропейских языков, струировали именно так. Криптография и дешифровка. В некоторых случаях древние тексты представляют собой коды или шифры, которые требуют криптографического анализа. Для расшифровки таких текстов используют методы дешифровки, аналогичные тем, что применяются в криптографии. Расшифровка книги мертвых в Древнем Египте включала специальные знаки, требующие сложной криптографической работы. Это невероятное путешествие вглубь нашей истории демонстрирует, как технологии сегодня становятся мостиком между прошлым и будущим. Искусственный интеллект не просто открывает забытые страницы древности, но и дает нам ключ к пониманию культуры и цивилизаций, о которых мы могли лишь догадываться. И, возможно, на горизонте уже ждут новые открытия, которые перевернут наше представление о мире еще раз. Следите за нашими следующими выпусками, чтобы узнать, какие еще сокровища скрыты во времени и готовы раскрыться с помощью технологий будущего.